Тыва. Регион на юге Восточной Сибири, расположенный в верховьях могучей реки Енисей, один из самых самобытных уголков России. Живописный край гор и степей, но при этом бедный и суровый для его обитателей. Добраться до места охоты весьма непросто. После 9-часового перелета на самолете охотникам предстоит проехать около 6 часов на машине по не самой приятной дороге. Когда заканчиваются проходимые дороги, охотники пересаживаются с машины в лодку. Последние 40 минут пути им предстоит пройти на ней вверх по Енисею. Между горами и рекой, везде, где есть хоть немного пригодные для земледелия участки земли, разбросаны небольшие поселения староверов. Вся жизнь этих людей построена на натуральном хозяйстве и промысле. Здесь нет ничего, к чему привыкли мы, жители цивилизации. Магазинов, связи, больниц и торговых центров. Здесь царит первобытный порядок. Попасть отсюда в большой мир можно только на лодке в летний период и по льду реки зимой. Но не у всех есть такая роскошь, как лодка, и тогда либо на лошади, либо пешком. Сюда стоит хоть раз приехать хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть, как люди живут и обходятся без давно привычных нам вещей, без медицины, образования, машин и смартфонов. Эти люди не снимают тиктоки и не следят за популярностью звезд. Они просто живут, а зачастую даже выживают. Основная охотничья база находится как раз у одного из таких поселений. Официального названия у него нет. Местные называют его просто «Место Конго» по названию реки, которая впадает в Енисей. Сегодня мы первый день выходим в лес, в тайгу. Спали мы в неплохой такой деревянной избушке. Чистые матрасы, чистые простыни. Очень было приятно проснуться под шум воды и где-то на краю света. Надеемся на удачу и идем за маралом. Не успели спуститься у предполагаемого места охоты. Рябчик свистит прямо на берегу. Сейчас разденемся, потому что охота ходовая, горная. Вспотеешь, тут спреешь. Но ходить на лодке очень холодно, потому что уже... Ну сколько сегодня? 0-то был, наверное, да? Че, вода замерзла. И вода замерзла? -2 где-то, да, было? Чтобы добыть марала, нужно подняться на вершину горного хребта, так как оттуда открывается лучший обзор на местность и снижается вероятность быть обнаруженным маралом. Прошли где-то примерно километра 2,5. Уклон под 45 градусов. Так достаточно тяжело идти. Ну и у меня первая это горная такая охота. Поэтому все равно все как первый раз. Непривычно. Но круто. Просто завораживает виды. Ребята, посмотрите, какие виды. Это просто кошмар. Это просто красота. А воздух. Теперь понятно, почему Владимир Владимирович Путин здесь охотится. Здесь такая красота, парни, это нереально. Но мы пошли искать марала.
Для приманивания зверя используется специальный рог. Он имитирует брачный зов. Зверь отзывается практически сразу. Теперь, когда марал подходит, охотникам нужно быстро найти хорошую позицию для выстрела. Судя по звуку, зверь уже совсем рядом. Вышел прямо 300 метров. Ну какие 300 тут? Даже меньше, 250 метров. Видать, увидел нас. Ушел. Ты его видел? Я нет. Даже. Я увидел, это ничего не стреляешь, почему не стреляешь? Вообще. Ты видел? Серьезно? Заорал. Ага. Он раз так чик-чик. Я потом крикнул. И он сразу же. Но я предполагал, что он вот отсюда выйдет где-нибудь. А он, получается, вот оттуда поднялся. И потом, опа, с высоты. Но они обычно так и делают. С возвышенности наблюдают. Почему я вот и поднялся сразу же в гору, хребет? Потому что если там начнешь орать, он тебя спали выйдет. Время близится к полудню. В это время маралы обычно отдыхают, и шанс выйти на зверя ничтожно мал. Охотники решают вернуться на базу. Но перед этим попробовать еще раз поманить марала. На удачу. Уже шли домой, отозвался марал где-то в километре. Вот за той горой. Сейчас будем его манить. Егерь ушел туда, чтобы он вышел на нас. Очень медленно идет, очень осторожно. И вот опять тишина. Неужели снова заметил охотников? Уже прошло 40 минут, но марала нет, он отзывается. Но как-то так неактивно. Сейчас посмотрим, что будет. Продолжаем ждать. Но марал не спешит выходить. Неужели придется все-таки возвращаться с пустыми руками? Встал на одном месте, где-то метров 300-400 от нас. И стоит в лесу, его не видно. Целый час он нам голову морочил. Взяли и есть. Это просто потрясающе. Надо иметь такую выдержку, такое терпение. Ну, конечно, хорошего егеря. Просто красавец егерь. Фух. Марал сначала был вот там, где-то метров 300 от нас. Потом он нас где-то час целый водил до
Вот здесь стоял, слушал и так далее. Оператор молодец, что не подшумел. Ну, вообще просто командные сработали. Ребята, это просто адреналина вот столько. Наверное, в кадре буду выглядеть как идиот, но на самом деле пофиг. Это моя первая охота на марала. За первый день взять зверя, это очень круто. Спасибо егерю, просто молодец, просто красавец. Женя, ты крутой! Ты, блядь, просто нереально крутой! Сегодня удача на стороне охотников. Одна пуля задела легкие, а другая легла точно по месту в сердце. Женя, спасибо тебе за охоту. Это просто супер. Спасибо. О, я-то как рад. Поздравляю тебя Спасибо. с первым трофеем. Спасибо. Блин, я-то как рад. Слушай, меня аж такой мандраж подколачивает. Дмитрию удалось добыть 6-летнего марала с 12 отростками. Я увидел только ноги его, как он пошел. Тун-тун-тун. Дима сначала спину увидел, а я ноги. Тун-тун-тун. Не видно было его вообще. Ты, видать, все равно привычный. Ну, я просто уже глаз сломал. Отличный сегодня получился день. Супер выстрелы. Взял со второго выстрела. Дистанция была 180-200 метров. Просто, не знаю, такое, ребята, желаю каждому, чтобы испытал себя, оружие. За день взять одного зверя. Это очень здорово. В первый день охоты первого зверя. Чтобы не спускать 150 килограмм мяса и трофей на себе, Женя позвал в помощь 2 мужиков с лошадьми из ближайшей деревни. Но чтобы забрать мясо, придется переправить лошадей на другой берег Енисея, где проходила охота. Это опасное мероприятие. Лошади могут утонуть. Распускай веревку! Веревку распускай! Давай быстрее! Веревку распускай! Я держу! Распускай веревку, не бойся! Он не умеет плавать, умеет. Так, иди, ходи. Не торопись. Смотри, посмотри. Жизнь в тайге – это всегда сплошная опасность и постоянное преодоление каких-то препятствий. В тайге все живут оптимизмом. Как говорил Винстон Черчилль, оптимизм – это способность постоянно двигаться от поражения к поражению, не теряя энтузиазма. Вот так и эти люди, не теряя энтузиазма, живут в таком классном краю, но очень суровом. Пока мужики забирают мясо, Женя вместе с Дмитрием отправляются в одну из ближайших деревень, чтобы договориться с живущим там помощником Жени Иваном о предстоящем выходе на охоту в тайгу. Приехали в какую-то деревню, называется Эджей. Посмотрим, как тут люди живут. Здорово, живем. Максим? Дмитрий, здорово, живем. Дмитрия встретили радушно. В этом поселении несколько дворов, в которых живут семьи староверов. Василий, покажи, как устроено тут что вот. Ну так просто быт интересно. Вот дома, живем. Все хозяйство полностью автономное. Летом чистейшая вода прямо с гор самотеком по желобу течет к дому. Эту же воду используют и для охлаждения продуктов, а зимой рубят лед из Енисея. Еду запасают с осени. Живут в основном рыболовным промыслом и охотой, но также сажают картошку, редьку и злаковые. Есть и мельница на каменных жерновах для помола муки из выращенного урожая. Жернова приводит в действие горный ручей. Когда необходимо запустить жернова, его русло перенаправляют под мельницу, где стоят специальные лопасти. На улице стало пасмурно.
И Женя предлагает переждать дождь. Это наши деды вот так вот дурели раньше. Это деды еще делали. От них. Классно. Я закрутил и все. Вот сейчас. Самый настоящий звук. Вот он. Обалдеть, да. Вот это самый настоящий звук. Ты же вчера Давай слышал? еще, да, давай еще. Я хоть и старался как-то так, что Это ты в себя, да? но Ничего А себе. что из себя вот эти дудки со свистками, это все говно. ну так вот вчера. Да. Самое настоящее. Он тоже в себя или он из Ну себя? ты из себя, Из конечно. себя, ну. Ты Он себя, просто- но Вот так вот. у тебя получаться. Но время поджимает, поэтому пора в путь. Гостям выделили по дождевику. Вот какая хартила тут местная. Да как погодка? Погодка супер, ребята, вообще. Енисей – это бурная горная река со множеством порогов, водоворотов и подводных камней, поэтому навигация на ней очень трудна и опасна. Любая ошибка может привести к переворачиванию лодки, а шансы на выживание в стремительном ледяном потоке будут практически равны нулю. Все очень быстро, все очень стремительно, меняется погода, везде стихия. Успеваем одного уже другого. Был дождь, теперь солнце. По возвращению к мужикам Дмитрия ожидала неприятная новость. Они привезли только мясо, а шкуру с рогами для чучела оставили там. К тому же отрезали шкуру от головы животного и бросили, решив, что лошадям будет тяжело вести лишние 10 килограмм. Сейчас будем думать, что делать. Придется еще одного трофея взять, поскольку я хотел чучело выделать. Ну, чтобы голова была по грудь такая оленя. Марале, в смысле. Так как до вечера есть свободное время, Дмитрий использует его, чтобы поймать рыбу на ужин. Воды Енисея богаты хариусом и тайменем. Посмотрим, повезет ли сегодня Дмитрию с рыбалкой так же, как с охотой. Ух, удар. Есть контакт. Как приятно вываживать такого сильного соперника. Вот это стабильное 450, может даже 500 грамм. Какой хорошенький. Хороший, этого не отпустим. Какой он красивый в воде. На следующий день охотники отправляются на дальний кордон, где есть вероятность взять медведя. Прошли примерно час по отличным таким порогам, огромными волнами, аж лодка вот так вот поднималась и падала так очень, ну немного страшно, а местами очень страшно. Сейчас забираем еще одного члена команды, его зовут Иван, поможет нам выследить медведя, надеюсь. Ну что, готов ты медведя брать? Готов, готов. А медведь готов? Ты привязал его? Дорога дальняя, 3 часа на пронизывающем ветре. Поэтому никто не откажется сделать остановку и выпить горячего чаю. Посмотрите, какие пороги, какая красота.
И удивительно, что сама тайга достаточно проходимая, то есть комфортно идти. Когда я был на севере Красноярского края, там тайга так тайга, там идти просто невозможно. А здесь деревья достаточно далеко друг от друга, и поэтому проходить неплохо, комфортно. Максим, что еще раз случилось? Расскажи. Где? У меня? Да, ну ты ушел откуда? Из деревни? Сколько тут километров? Сколько здесь? 12. 12 километров сюда пришел по горам. Ну а что? Ну ты даешь. Заболел. Да, зуб заболел у тебя, да? Зуб заболел. И что с зубом сделал? Придя сюда на базу, Ну, аккумуляторной кислоты туда на ватку и... туда, и что, и все убило нерв? Ну сегодня, по крайней мере, я чувствую себя отлично. Не болит, да? Да. В общем, Енисей это такая артерия, как вот дорога у нас автомобильная. Раз заходят куда-то, приезжают в гости и так далее. Ну, то есть вот так. Таким образом люди общаются, и таким образом люди взаимодействуют, приезжают друг к другу. Сейчас вот мы 2 часа прошли на лодке. Сейчас остановимся, попьем здесь чай и отправимся дальше. Ну, конечно, жесть история. Поняли, как лечить зубы надо? Аккумуляторной кислотой, раз и все. Димка, в следующий раз зуб заболит, я тебе аккумуляторной кислоты дам. Будешь. Пошли. Дальше по реке деревень больше нет, но есть туристическая база, где охотников гостеприимно встретили. До места охоты идти еще 1 час. Мне не нужен никто, я один на один. Судья надо мной только Бог, с ним я не так одинок. Кто-то незаменим, кто-то очень жесток, кто-то верит в судьбу, но не считает год своим. Буду много писать про этот бешеный мир. Зачем момент выбирать, чтоб удар нанести? Мне не нужен никто, я один на один. Вновь иду на восток. Все простить и забыть. Ну вот мы добрались наконец до места охоты, оставили лодку. Жень, скажи, как вообще все будет происходить примерно? Ну вот сейчас, короче, идем пешком. Пешком поднимаемся потихонечку. Ну туда, тут сможешь шумно идти. Там делимся на 2 группы. Ваня идет по прилавку, мы его отправляем. Сами идем ближе к солнопеку. Там как раз медвежьи места. И вот он тогда встречаемся там возле избушки дальше. Уходим километр 3 туда, вглубь. Встречаемся возле избушки и принимаем решение, где, что, как, что. Общая протяженность километров 5-7 идем сейчас, да? Около, По горам. около 5 километров мы должны там туда пройти. Ну, 7, все туда-обратно 7 километров примерно. Ну, Как пойдет, да? как пойдет. Слушай, вот я слышал, что для того, чтобы меньше запаха было, вот еловая хвоя очень сильно Да, помогает. это не важно. Не помогает? Не помогает. Не помогает? Всё равно. Человек такая скотина, или как назвать. Ну, от человека все равно запах какой-то происходит. Да? Всегда надо подходить из-под верха. Хоть ты натираешься, хоть не натираешься. Это главная погода и под ветер. Определить направление ветра. Направление ветра, понял. Ну все, с Богом. Давай с Богом. Вперед. В общем, такая трудовая охота. Одно неправильное движение, и ты летишь навстречу солнцу или духом, или Богу. Тут кому как. Чуть-чуть нога соскользнула, и привет. Отвесный. Скала метров 200-300. Зато красиво. Зато красиво, да. Сейчас выйдем, там вообще будет локация. Шикарно, да?
снежок. Вера. Вот это красота. Фу. Представляете? Какая высота. Посмотреть туда страшно, но красиво. Кунджузский порог. Вышли к природному солонцу. Животные поедают здесь соль, чтобы восполнить запасы минералов в организме. Очень много свежих следов маралов. Значит, поблизости не один марал, а большое стадо. Следов медведя обнаружить не удалось. Ну, ничего не поделаешь, это охота. Бывает и такое. Но возвращаться без добычи все-таки не хочется, и охотники решили попробовать взять еще одного марала. И сегодня ищем трофей. Трофейный, хороший, нужен самец. Сейчас Иван достанет берестяной самодельный манок. Сразу же откликается. Давай еще. Марал откликается, но с другой стороны ущелья. Даже если выстрел будет удачным, достать мясо и трофей до наступления темноты будет невозможно. Прошли уже километров 5, но что-то пока безуспешно. Маним марала не отвлекается. Сегодня солнечный день, поэтому марал отдыхает. Будем надеяться, что ближе к вечеру, к 4 часам начнется гон, начнут маралы отвлекаться и кричать друг другу. Посмотрите, мечта любого охотника. Заимка такая в горах. С одной стороны хребет, с другой стороны тоже горы. И вот это вот полотно, займище по-местному. Места тут просто до безобразия красивые, нереальные. Говорила мне жена, сиди-ка ты, Митенька, дома. А я поперся в тайгу. От теплой кунки до холодной лунки. Ну, это моей жене не относится. Передохнув и перекусив, охотники начинают осторожно подниматься на сопку. Женя предполагает, что маралы уже могут быть на той стороне. Фу, тяжко. Ой, ребятушки. Давно у меня не было такой трудовой охоты. Только по лосям я бегал по уральским горам. Вот такие горы. Там нет. Здесь уж очень крутые горы. Тебе бы сейчас так плохо идти там кричать. Он ко мне там и придет, вы его не увидите. Меня орать надо, значит, вот где-то вот сюда садится, вот, вот на тот. А вам вон по носку садится, вон там.
Иван уходит в сторону, чтобы выманить марала на себя. Воняет маралом, чувствуешь? Маралом. Егерь не ошибся. Целое стадо маралов. Самки с детенышами. Значит, где-то рядом должен быть и хозяин стада. А вот и он. Несколько секунд на раздумье. И принимается решение взять этого марала. Все. Друзья, второй в моей жизни марал. К сожалению, не с самыми выдающимися трофейными качествами, но тем не менее он нам был нужен для того, чтобы люди могли здесь выживать, жить и что-то кушать. Очень хорошая получилась охота. От реки мы поднялись где-то примерно на 800-километр. Уже пролетает здесь конкретный снег, и уже так холодно, но вот сейчас сели и кричим где-то, 5 быков примерно кричит на дистанции километр от нас, даже меньше. Вот один бык вообще здесь, 800 метров от нас. В общем, хорошая получается здесь охота, красивые места, я доволен. Идем смотреть трофей. Сейчас эти рога пополнили трофейную коллекцию Дмитрия.